Привет всем! В этом видео я сделаю обзорчик на радиореле. Эта моделька идет на 220 вольт и приемник на 2 канала идет. То есть у нас одним пультом кнопки 2 А и Б, и каждая кнопка будет управлять отдельным каналом, потому что здесь стоит две релюшки, независимо друг от друга можно управлять. И также здесь есть режим с переключением, то есть будет одно реле отключаться, а второе автоматически включаться. Сейчас мы рассмотрим, как его подключить, и проверим каждый режим работы, то есть привяжем брелочек и посмотрим, как все включается, выключается. В комплекте у нас вот плата, приемник, корпус для нее идет, и 4 винтика, это у нас плата прикручивается к задней стенке корпуса. Вот здесь 4 отверстия, и она вот тут фиксируется. И пульт у нас кнопочки А и Б, там уже батарейка есть. Дополнительно можно еще дозаказывать брелочки, то есть он поддерживает вроде бы 25 пультов, можно привязать к этому приемнику. Но я не проверял, у меня нету столько пультов, чтобы проверить. Для начала нам нужно будет подать питание на приемник. Вот клемничек, здесь 3 контакта. N это у нас 0, L это у нас фаза. Вот эти два, они между собой запараллелены, вот вместе спаяны. То есть сюда мы 0 землю подаем, а на какой-то из этих контактов подаем фазу, без разницы. Поэтому я сюда подключаю сначала проводки. У меня, для примера, коричневый будет 0. Но вот этот контакт подключим. А сюда мы подключим фазу. Например, я возьму оранжевый проводок. Так. И затягиваем. Питание, которое идет на приемник, вот это, оно с вот этими контактами не связано. То есть, если нам нужно будет запитывать потребитель, питание на него мы берем отдельно. Поэтому нам еще фаза понадобится, чтобы запитать реле. То есть, вот сюда мы подаем на двоечку фазу и на пятерку подаем фазу. Нам еще понадобится 2 фазы. Вот сюда подать. Можно перемычками. То есть, либо с вот этого контакта сюда и сюда фазу подать, либо у меня есть клемник, то я отсюда возьму и подключу фазу. Возьмем провод для этого еще дополнительно. И в центральные контакты, вот сюда и сюда, мы подключим вот эти провода. Сюда фаза будет подаваться. И сюда фаза будет подаваться. Дальше нам нужно будет подключить потребитель. Для примера я взял 2 лампочки вот такие, вот с проводами. И нам нужно будет сразу нули землю мы будем подключать напрямую к питанию, а фазу мы будем подключать через реле. То есть, когда реле включится, у нас лампочка загорится. Но здесь не подписаны контакты, то есть, каким нужно будет подключать. Поэтому я возьму мультиметр и прозвоню, проверю, где у нас замкнутые контакты, а какие нет. С центральным меряем. Вот это разомкнутый контакт, поэтому вот сюда нам нужно будет подключить лампочку на вот этот контакт и на вот этот. А вот эти контакты замкнутые. То есть, если я сюда подключу лампочку, то при выключенном реле лампочка будет гореть. Поэтому мы подключаем проводочек сюда. От одной лампочки. От второй лампочки мы подключаем проводочек вот сюда. Теперь нам нужно это все будет запитать. Нам нужно будет подать питание нули на лампы напрямую. Из приемника коричневый провод также запитывается сразу вот сюда. Это у нас 0, это синие контакты. Вот мы подключаем один, зажали, вторая лампочка, зажали, и питание приемника 0. Теперь нам нужно будет запитать фазы. Вот эти 3 провода, это у нас фаза. Так же самое будем подключать на фазу в клемник. Все готово. Лампы запитаны. Вот у нас индикатор на приемнике засветился, красный светодиод. Брелок у нас не привязан. Для того, чтобы привязать пульт, нам нужно в зависимости от режима
либо один раз нажать на кнопку, либо два, либо три. Выбираем сначала первый режим, это мгновенный. Нужно нажать кнопку один раз. Нажимаем. Ждем, пока погаснет светодиод. Нажимаем кнопку А и кнопку Б. И настройки у нас сохраняются. Нажимаем кнопку А, включился первый канал. Отпускаем, выключился. Кнопку Б нажимаем, включился второй канал. Отпускаем. Лампочка погасла, реле отключилось. Это без фиксации. То есть включено, пока мы удерживаем кнопку. Вторая программа. Второй режим работы. Нужно два раза нажать на кнопочку. Только для начала нам нужно будет отвязать брелок. Чтобы отвязать брелок, нажимаем 8 раз кнопку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замигал светодиод. Пульт отвязался. Не реагирует приемник. Теперь два раза нажимаем на кнопочку. Лампа погасла. Привязываем брелок. Настройки сохранились. Один раз нажал, лампочка загорелась. Второй раз нажал, лампочка погасла. Опять кнопка Б. Один раз нажал, лампочка включилась. Второй раз нажал, лампочка выключилась. Это с фиксацией включения. Вот, можно 2 включить, можно 2 выключить. То есть этот режим подходит вот для управления освещением. Можно включить и потом, когда нужно, выключить. Это у нас второй режим. Отвязываем брелок, нажимаем кнопку 8 раз. Замигал светодиод. Все, брелок отвязался. Теперь нажимаем кнопочку 3 раза. 1, 2, 3. Погас. Раз нажимаем. Второй нажимаем. Это у нас режим с переключением. То есть при нажатии на кнопку одно реле отключается, второе включается. На вторую кнопку нажимаем, происходит наоборот. Это отключилось, это включилось. Но чтобы выключить обе лампочки, одновременно нажимаем 2 кнопки и лампочки отключаются. То есть так мы переключаем с одной лампы на другую. А чтобы выключить, нажимаем 2 кнопочки одновременно, и у нас все выключилось. Теперь четвертый режим работы. Нажимаем кнопку 4 раза. 1, 2, 3, 4. Гаснет светодиод. Привязываем кнопку А. Привязываем кнопку Б. Настройки сохранились. Здесь у нас режим первого реле без фиксации. Пока удерживаем, горит. А второе реле с фиксацией. Нажали, включилось, нажали, выключилось. А первое работает только при удержании. Такой режим подойдет, например, если вам кнопкой B нужно включать-выключать освещение, а кнопкой А, например, открывать дверь или ворота. То есть тут нужен режим без фиксации для срабатывания там электрозамка, а кнопка B для включения освещения. Теперь попробуем пятый режим. Нажимаем кнопку 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Привязываем кнопку А и привязываем кнопку Б. Этот режим, лампочки не успевают включиться, то есть это импульсный режим. Кнопку нажали, реле включилось и сразу выключилось. Режим мгновенный, вот даже лампочки не успевают загораться. То есть это импульс подается. Включилось. Например, для электрозамков подходит такое, для управления там дверями, либо какими-то другими механизмами, где нужен импульсный режим. Это у нас пятая программа. Вот, в принципе, и все функции данного приемника. Ссылочку на эту модель я вам оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.